Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые подписчики, уважаемые русскоязычные граждане Украины. Я юрист Валерий Табаков, русскоязычный гражданин Украины, отец 8-летней дочери. Сегодня 19 декабря 2025 года. Я записываю это видео для того, чтобы рассказать о своем намерении подать исковое заявление в новой редакции. После дискуссий в комментариях и уточнения норм закона, в частности статьи 1231 Гражданского кодекса Украины, я скорректировал подход. Теперь мой иск будет направлен непосредственно против Софии Семчишин-Особы, как лица, которая публично объявила себя полной наследницей и продолжательницей идей своей матери Ирины Фарион. Эти идеи включают жесткую языковую нетерпимость, которая причиняет моральный вред мне и моей семье. Я зачитаю полный текст обновленного иска, подробно разберу его юридически и объясню, почему этот подход имеет основание. Если вы русскоязычный украинец и тоже чувствуете дискриминацию, досматривайте до конца. Это может стать основой для ваших действий. Сейчас читаем полный текст искового заявления, которое я подготовил и собираюсь принять решение о его подаче. В Галицкий районный суд города Львова или Соломенский районный суд города Киева истец Валерий Табаков, русскоязычный гражданин Украины, отец несовершеннолетней дочери 8 лет, адрес и телефон, имейл по желанию. Ответчик София Семчишин-Особа, ее адрес, город Львов, можно установить через суд. Цена иска 100 тысяч гривен, не облагается судебным сбором. Исковое заявление о возмещении морального вреда, причиненного незаконными действиями ответчика, как продолжательницы идей Ирины Фарион. Я, Валерий Табаков, гражданин Украины, русский язык мой родной. Это язык моей семьи и общения. У меня есть дочь 8 лет, растущая в русскоязычной среде. После смерти Ирины Фарион 19 июля 2024 года ее дочь София Семчишин неоднократно публично позиционировала себя как полную наследницу идей матери. В частности, 1 января 2025 года на открытии улицы имени Фарион во Львове она заявила: «Мы год начинаем не только с Бандеры, а и с Ирины Фарион. То есть не только бандеризация, а теперь должна быть и фарионизация. Это должно стать целью жизни сознательных украинцев, готовых бороться за свою нацию». Также она отметила, что смерть матери стала бессмертием для нее и для идеи нации, за которую боролась Фарион. Такие заявления подразумевают полное принятие и продолжение идей Фарион о языковой нетерпимости. Русскоязычных называли предателями, требовали эмиграции или принуждения к насильственной украинизации.
Эти идеи СБУ признала основанием для возбуждения уголовного дела по статье 161 Уголовного кодекса Украины в 2023 году. В рамках досудебного следствия были проведены ряд экспертиз, подтверждающих ксенофобский характер высказываний Фарион. Публичное заявление Софии Семчишин особы о фарианизации и продолжении борьбы матери причиняют мне моральный вред, а именно постоянный стресс и психические страдания, унижение по языковому признаку, ощущение, что меня, гражданина своей страны, публично лишают равноправия только из-за языка, страх за дочь, которая сталкивается с нетерпимостью и рискует столкнуться с нетерпимостью в будущем, ухудшение эмоционального климата в публичном пространстве. Заявления ответчика самостоятельны, публичны и нарушают мои права. Статья 23, статьи 1166, 1187 Гражданского кодекса Украины. Исковая давность не применяется. Статья 268 Гражданского кодекса. Размер вреда 100 тысяч гривен. Прошу, первое, взыскать 100 тысяч гривен Семчишин особы Софии. Второе, из СБУ истребовать и присоединить к материалам дела материалы уголовного производства по обвинению Фарион Ирины Дмитриевны по статье 161 Уголовного кодекса Украины в качестве доказательств. Приложение: первое, копия паспорта, второе, доказательства заявлений, видео, статьи. Дата: 19 декабря 2025 года. Подпись: Валерий Табаков. Теперь разберем иск подробно. Почему против Софии лично? После уточнения статьи 1231 Гражданского кодекса моральный вред от умершего требует пожизненного прижизненного решения суда. Наследственная ответственность не работает, но София делает самостоятельное заявление, продолжая идеи матери. Ее слова о фарианизации – это личные действия, причиняющие вред сейчас. Второе. Доказательства заявлений Софии. 1 января 2025 года на открытии улицы она призывала к фарианизации как цели жизни. Это публично продвигает языковую нетерпимость, связанную с идеями Фарион. Третье. Моральный вред. Заявления вызывают стресс и страх дискриминации, особенно для семьи с ребенком. Суды признают такой вред за публичное оскорбление по языковому признаку. И шансы на успех. Они высоки. Фокус на личных действиях ответчика. Если выиграем, это будет прецедентом для защиты прав русскоязычных. Как отец я не хочу, чтобы моя дочь росла в атмосфере, где язык – повод для травли. Фарианизация звучит как призыв к новой волне нетерпимости. Я планирую идти в суд за принцип равноправия. Если вы пострадали, пишите в комментариях, я помогу с исками. Подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь. Вместе будем защищать права всех граждан Украины. Спасибо за просмотр. С вами был юрист Валерий Табаков.